Буду готовить, пока мука не закончится. Уж очень это вкусный десерт и всего за 5 минут. Для начала в отдельную емкость высыпаем 5 столовых ложек муки. Это примерно 200 грамм. Теперь высыпаем сюда же 10 грамм разрыхлителя или соды. И хорошенько все перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты перемешались. У меня обычная пшеничная, но можно взять и цельнозерновую. Следующее, что нам понадобится, это сливочное масло. 150 грамм. Оно должно быть комнатной температуры, чтобы его удобно было разрезать на небольшие кусочки. Берите масло жирностью не менее 82%. Теперь кусочки масла помещаем в большую емкость, в которой будем все готовить, и высыпаем 150 грамм сахарной пудры. Можно взять и просто сахар, но так десерт получится намного нежнее. Включаем миксер и хорошенько взбиваем масло с сахарной пудрой в однородное кремообразное состояние. Делается это абсолютно недолго. У меня ушла буквально минута-полторы. Вот такая вот воздушная и устойчивая масса у нас должна получиться, как настоящий готовый масляный крем. Разбиваем сюда 3 яйца, желательно комнатной температуры. Аккуратно лопаткой перемешиваем яйца с кремом. Буквально пару движений. И теперь миксером взбиваем всю массу до однородного состояния. Долго взбивать не нужно. Как только яйца хорошо смешались с масляной основой, выключаем миксер. Во взбитую массу добавляем чайную ложку корицы для аромата, немного соли для баланса вкуса и хорошенько пару раз перемешиваем лопаткой. Самое время добавить муку. Делаю я это в несколько приемов и после каждого взбиваю массу миксером. Главное добиться однородной консистенции теста, без комочков. Только на первый взгляд может показаться, что это занимает кучу времени. На самом деле у меня на приготовление этого теста ушло не больше 5 минут. Вот такое вот тесто в итоге получилось. Очень нежное, мягенькое и по текстуре напоминает больше крем, чем тесто. А аромат... Это просто нет слов. В принципе, у нас все готово, но я очень люблю добавлять в этот рецепт еще несколько ингредиентов. Первый – это орехи. У меня обычные грецкие, нужно грамм 100. И еще цукаты. Вот такое разноцветное ассорти. Я их предварительно не замачиваю водой, мне очень нравится, как они получаются в тесте. И, конечно же, изюм. Это мой любимый ингредиент. Отправляем в тесто цукаты и изюм, и теперь добавляем орехи. Предварительно я их не измельчала. Перемешиваем пару раз лопаткой, и все готово. Можно добавить только изюм или только орехи, или все вместе. В общем, здесь как кому больше нравится. А можно приготовить даже и без всего. Выпечка все равно получится очень нежной и вкусной. Берем теперь форму для выпекания, дно и бока смазываю растительным маслом, совсем чуть-чуть, и сверху присыпаю мукой. Если у вас силиконовая форма или с антипригарным покрытием, то можно это не делать. Аккуратно выкладываем в форму наше тесто, оно по консистенции напоминает творожную массу. Распределяем по всей форме в один слой. Тесто должно занимать чуть больше половины формы. В процессе приготовления оно хорошо увеличится в объеме. Отправляем теперь все это в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Самое сложное – дождаться, пока все приготовится. Этот аромат просто сводит с ума. Через это время проверяем готовность деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой и на ней не должно быть ни малейшего теста. Теперь достаем наш кекс из духовки. Да чего же красивый он вышел! Ножом проводим по всему периметру, чтобы потом было легче достать его из формы. И даем ему немного остыть. Аккуратно вынимаем его из формы. Кекс вынимается очень легко и ничего не пристает. Перекладываем на блюдо для подачи и можно всех звать к чаю. Сверху еще можно украсить сахарной пудрой, помадкой или шоколадной глазурью. Это как кому больше нравится. У меня сегодня в качестве украшения сахарная пудра. Нарезаем порционно и подаем. Посмотрите, какой он внутри. Сама нежность. Тесто хорошо пропеклось, кекс получился мягенький и очень воздушный. Такой кекс у нас долго не лежит. Кусочек за кусочком улетает буквально за пару минут. Пышный, ароматный и невероятно нежный кекс с ароматной хрустящей корочкой. Ох,
Это будет очень вкусно. А вы любите такую выпечку? Уже с нетерпением жду вас в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.